Всем привет! В прошлых видео мы с вами выстраивали музыкальный баланс и делали пространство для вокала. Мы выстроили целых 4-5 планов, и вроде бы у нас все получилось. После того, как вы закончили с пространством, вы разместили инструменты по стереополю, по глубине, по расстоянию, ваш музыкальный баланс полностью развалился. И то, что мы делали предварительный баланс, на сегодняшний день он уже не актуален. Поэтому начинается этап финального микса. Что такое финальный микс? Финальный микс – это один из самых продолжительных и кропотливых этапов работы, потому что вы прослушиваете фрагменты трека до 200-300 раз. Финальный микс занимает как этап где-то порядка 3-4 часов. Это гораздо больше, чем все остальные этапы. Итак, что же такое финальный микс? Предположим, вы собрали трек, и вам нравится, как он звучит. Для того, чтобы выстроить финальный микс, первое, что вам нужно сделать лид-вокал по громкости на уровне различимости. Очень тихо. Да? И тогда, проходя по треку, вы тут же услышите, какие инструменты торчат, кто ему мешает, в каком месте и что не так. Тогда вам это все слышно. Если лид-вокал задрать очень высоко, то все, в принципе, будет звучать более-менее приемлемо, но никакой глубины и перспективы микса, и, конечно, уже о плотности мы говорить не можем. Итак, первое. Делаем лид-вокал, условно говоря, на минус 3, минус 5 дБ относительно той громкости, которая вас устраивает, когда он стоит. Так? После того, как вы сделали лид-вокал на минус 5 дБ, вам стало очевидно, что малый барабан звучит слишком громко. Он бьет вам прямо в лоб, вот сюда, разлетается в стороны и начинает мешать лид-вокалу. В следующий момент вы делаете малый барабан на минус 3 дБ. Как только вы убрали малый барабан, для вас стало очевидным, что хэт звучит громче малого барабана. И тогда вы делаете хэт на минус 3 дБ. После того, как вы убрали хай-хэт на минус 3 дБ, вы понимаете, что гитара звучит слишком громко. И тогда вы делаете гитару еще на минус 3 дБ. Убрав гитару, для вас становится очевидным, что фортепиано, которое играет в паре с гитарой, звучит гораздо громче, чем гитара, и вы убираете фортепиано на минус 3 дБ. И так далее. Так далее вы можете проходить все инструменты многократно, и в конечном счете вы придете к выводу, что лид-вокал у вас звучит слишком громко. И мы возвращаемся к пункту 1. Лид-вокал делаем минус 2 дБ. И таких итераций вы можете совершить 200 или даже больше. Но с каждой итерацией ваши инструменты становятся все ближе и теснее друг к другу, а микс становится плотнее, а планы становятся более понятными, и более заметными, и более видными. Давайте теперь сядем за пульт, и я покажу, как это делается, как это работает. Вперед! А на финальном миксе нам нужно выстроить нюансы. Все достаточно очень точно. То есть инструменты должны быть очень близко друг к другу по громкости. Вокал близко к гитаре, гитара близко к фортепиано, ударные должны занимать свое место и так далее. Да? И вот эти нюансы все, первое, вы никогда не выстроите финальный микс и правильный баланс, если у вас будет очень громко вокал. Для того, чтобы выстроить баланс других инструментов, вам нужно вокал утопить вглубь микса. То есть, чтобы он был на грани разборчивости. И тогда вы сразу будете слышать, где вы ошибаетесь, где у вас гитара вылезла, где у вас фортепиано вылезло, где у вас крэш слишком громко и так далее. Все инструменты должны занять свое место. И пока вокал громко, вы всех этих своих ошибок, нижний слой, вы их не видите. Максимум, что можно увидеть в сведенной фонограмме, это, по крайней мере, 3 первых ошибки. А этих ошибок, их не 3, их 133, а может быть и больше. И вот убирая одну, исправляя одну ошибку, вы
услышите следующую ошибку. Исправив следующую, вы услышите еще одну ошибку. И так это достаточно бесконечно. Как я это говорил, у доски это достаточно долго получается. Поэтому первое, что нужно сделать, это усадить вокал глубоко в микс. Значит, у нас дабл-трек только в припеве. В куплете вокал солирует. По припеву я сейчас буду усаживать вокал в микс и потом смотреть, что ему мешает по форме и по всей композиции. Вот, и поехали сначала. Первое. Интро. В интро у нас используются Chemis, Bells, FX. Вот эти дорожки все. Изначально есть какой-то электронный хор, который потом переходит в хор дальнего плана. И он должен быть стоять так, чтобы он перешел в хор дальнего плана, а сам он был чуть-чуть тише. Он должен подвести нас к этой части. Мы уже это делали, но у нас Bells и Chemis солируют. Минус 10 дБ, значит, минус 24. Так, теперь вот этот. Минус 22, значит, минус 32. Ну, наверное, вот это чуть потише. Минус 3. Это кик с FX. Гитара. Гитара вступила достаточно резко. Теперь надо понять, какая гитара. Ну, вот это, судя по всему. Ну да, она громче фортепиано. В первом куплете два аккомпанирующих инструмента – фортепиано и гитара. Вот они. Но фортепиано сейчас доминирует над гитарой. Как выстроить баланс между голосом и аккомпанирующим инструментом? Ну, в данном случае это гитара. Неважно, фортепиано это или гитара. Представьте себе, что перед вами сидит человек, который поет и играет на гитаре. И гитару, и голос вы слышите примерно в одной громкости. Значит, и здесь в миксе они должны быть в одной громкости. А гитара у нас сейчас тише. Так, фортепиано минус 3. Гитара, вот это, плюс 2. Минус 5, значит, минус 7. Ну, минус 7 мало, наверное, будет. Ну, еще парочку. Минус 9. Sind die Narben von der Suche nach dem Weg auf der Jagd. Ну, в этой части выстроили. Теперь смотрим, что у нас в этой части. Хорошая акцентная гитара, но сейчас ее было многовато. Минус 3. Вот это. Ритм-секция у нас внутри, она сбалансирована, но по отношению к вокалу она сейчас уже слишком доминирует. Поэтому ритм-секцию
-3. Wir sind doch mehr als nur geboren, sind so viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Убрали, бас стал доминировать. Ну и бас здесь, конечно, на самом деле, он такой картошками ровный. Давайте мы попробуем на него сайдчейн компрессию поставить. Ну вот, теперь у нас бас пульсирует на слабую долю. Послушаем вместе. Wir sind doch mehr als nur geboren, sind so viel. Так, хорошо, акцентной гитары явно многовато. Вот этой мы ее уже убирали, сейчас еще ее уберем. -3. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch Ну, по отношению к такому вокалу, бэк-вокала очень много. -2. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Wir sind nie verloren, Wahrheit überall um uns. Ну да, лазер вылез. Это вот эта дорожка, кажется. Да. -15. И вот этот реф-нойз проверим. Ist der Plan, warum sind Ну вот хороший звук, мне нравится сам по себе этот звук реф-нойз. Только он среднечастотный и потом раскрывается поверху. И когда в общем миксе мы слышим только верх от него. Тут нет автоматики. Я предлагаю, давайте-ка мы срежем верх на нем эквалайзером. Ну, самое простое – это сделать его тише, да? Но тогда среднечастотная часть, она вообще перестанет читаться. Вот так. macht mich aus? So viel А теперь его даже хочется громче. ist der Plan, Ну, чуть-чуть прибавим его. -12, -9. ist der Plan, warum Так, вернемся к этой части. in der Stille, nach und vor dem Sturm verschwenden wir die Zeit mit Eitelkeit. Ну вот мне нравится вот этот звук малого барабана, он у нас двойной, да? То есть у нас есть вот основной малый барабан, вот он. С ним все понятно, а отдельные удары, они выделены в другом эффекте.
Вот здесь у нас кик на фейде и по фильтру, и вообще вся установка по фильтру. Вот мы можем на этот звук сделать реверб дальнего плана и небольшой дилей на него, и реверб. И тогда он нам оттенит дальний план. Послушаем. Verschwenden wir die Zeit mit И в контексте. in der Stille nach und vor dem Sturm. Verschwenden wir die Zeit mit Eitelkeit. Was macht mich aus? So vieles scheint verkehrt. Wie find ich hier raus? Wir sind doch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Wir sind nie verloren, Wahrheit überall. Wir sind doch mehr als nur geboren. Вот по нашему вокалу уже очевидно, что вот этот хор теперь очень яркий. Он сильно стал доминировать, да? Теперь мало. Можно еще прибавить. И опять у нас вот эта вот гитара акцентная, она доминирует. Вопрос какая? Которая из них? Которая? Скорее всего, все-таки это. Ну да, другой тут нет. Нет, не факт. Вот здесь их две. Нилон и вот это. Одна левее, другая правее. Нилон минус 4. И еще минус 3. И еще минус 1. И вот эту минус 2. Минус 5 будет. И еще минус 2. И если бы вокал у меня не был убран, я бы ничего этого не услышал. Отлично. Минус 10. И все равно, по-моему, нейлона много. Вот здесь он тоже этот нейлон играет. Нет, уже его немного. Ну и контрольное прослушивание сначала. Вот что я вам хочу сказать, что очень полезно вот пройти весь этот микс в моно на одном мониторе.
И, может быть, какое-то впечатление появится совсем другое, и вы почувствуете, что чего-то не хватает. Это раз. Второе, пройти его очень на тихой громкости, но в стерео. Так, чтобы вам просто пришлось влезть в мониторы и прислушиваться. И третье, проверить его на громкости 15 секунд на громкости 120 дБ. То есть очень громко. И то, и другое, и третье дает вам в целом правильное мнение и правильное понимание. Если в одном из случаев вы что-то не слышите или что-то вас раздражает, значит, надо еще работать. Итак, сначала пройдемте. Давайте сначала попробуем послушать куплет-припев в моно. В куплете нам нужно, чтобы аккомпанирующие инструменты фортепиано и гитара в первом куплете были равнозначны по громкости, и они были соизмеримы с вокалом. Проверяем первый куплет. Wohin ich seh, überall, wohin ich seh, sind die Narben von der Suche nach dem Weg, auf der Jagd nach mehr und noch viel mehr. И теперь в припеве. Wir sind doch mehr als nur gewohnt. И теперь в припеве. В куплете мне показалось вокала много. Wir sind doch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Тоже многовато в припеве. Doch mehr По хору. als auch geschieht. Wir sind nie verloren. Wahrheit überall. Wir sind doch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. Wahrheit Ну, по моно, да, вокала многовато. Ну, хорошо, давайте сделаем вокал -1. -10, -2. Was auch geschieht, wir sind nie verloren. Wahrheit überall. Wir sind noch mehr als nur geboren. Sind so viel mehr als Blut und Staub. И давайте посмотрим, как у нас бэк-вокал себя чувствует. То есть у нас вот есть наших 4 плана, мы их все 4 плана. Хорошо, когда эти все 4 плана, вы их слышите и в моно тоже. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Wir sind nie verloren. И вокал 1 дБ обратно. Вот смотрите, один туда, один обратно, да? То есть было 8, -8. Стало -10, мало. -9 будет в самый раз. Вот вообще это показатель хорошего микса. Если вы на 1 дБ убираете, на 2, да, и вокала становится мало, а прибавляете, и его становится много. Значит, у вас достаточно точно выстроен вот этот весь баланс, и вы уже как бы близко к тому, чтобы закончить финальный микс. По куплету, опять же, по бэку. Sieh doch, hör doch, was auch geschieht. Überall, wohin ich sehe. Хорошо. Здесь. Wir sind doch mehr als nur geboren. Так, и теперь в стерео. Wir sind doch mehr als nur geboren. Если считать, что это финальный микс, у нас почти там чуть-чуть еще что-то еще может быть доработать, это там на пару часиков, вот, то у нас есть версия, которая опубликованная. Она у меня вот тут на верхней дорожке, и мы можем сравнить, как звучим мы и как звучит она. Wir sind doch mehr als nur geboren.
нас получились все инструменты гораздо теснее. У нас меньше вокала, но зато у нас лучше прослушиваются гитары, пиано, планы у нас точнее. Плюс там явная такая перекомпрессия есть. И, по-моему, там за Сайченина что-то все-таки как-то очень некорректно. Вот. И послушаем еще второй куплет. Сравним. In der Stille, nach und vor dem Sturm verschwenden wir die Zeit mit Eitelkeit. Мастеринг рулит. На мастеринге зажато в колбасу, так что куплет от припева не отличается. У нас, конечно, разница сейчас колоссальная, и она не в нашу пользу. Но надо учесть, что мы тоже можем также зажать в колбасу на мастеринге, и тогда получится то же самое. Послушаем второй припев и кульминацию. Wir sind doch mehr als nur geboren, sind so viel mehr als Blut und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch und Staub. Sieh doch, hör doch, was auch. Wir sind doch mehr als nur geboren, sind so viel mehr als Blut und Staub. Wahrheit überall. Если не считать того, что она зажата в колбасу, и она прямо аж вся качается, то все остальное – это вопрос видения, да? То есть у меня вот такое видение, у них другое видение. На мой взгляд, у нас получилось интересней в конечном счете. Ставьте лайки, жмите на бубенчики, подписывайтесь на спонсорство, подписывайтесь на наш канал, на мой канал. И всем хороших миксов, всем пока.